Когда много работаешь, непонятно, когда тебе отдыхать и что-то видеть. И очень хорошо, когда у тебя есть такой начальник, который собирает весь коллектив и отправляется вместе с нами в travel, food, building, путешествие. В общем, собрались мы с коллегами, сели по машинам, ну и поехали. Практически куда глаза глядят. Привет, друзья! Вы на канале «Путешествуй вкусно». Меня зовут Кирченко Юлия. И сегодня мы в одном из самых древних городов России – Ярославле. Ярославлю 1014 лет. Здесь очень много достопримечательностей. Здесь невероятная гастрономия. И здесь Ярославль – город ЮНЕСКО. По преданию, вот это тот камень, на месте которого Ярослав завалил медведя и заложил вот этот град Ярославль, который выглядит так, как он сейчас выглядит. Ну, конечно, спустя века. А вообще до этого здесь жили племена, которые именно на стрелке грабили княжеские караваны, которые шли в Ростов. В Ростове тогда был рассвет, а здесь были племена. А сейчас наоборот. Ростов город маленький, а Ярославль, он красота какая вымахала. Гуляя по Ярославлю, можно увидеть часовню во имя святого Александра Невского. Это достаточно молодое здание, которое построено Николаем Поздеевым, известным архитектором в конце XIX века. Настолько красиво, что по своей красоте не уступает старинным памятникам. Выполнена из красного кирпича и украшена традиционно изразцами. Эта часовня представляет собой пример идеальной ретроспективы. Николай Поздеев построил ее в формах старинного русского зодчества, но при этом придал ей черты архитектуры XIX века. Однако, благодаря тому, что использовал в своем проекте большое количество элементов древнерусской архитектуры, здание явно не выбивается из общего архитектурного ансамбля. Один из символов города Ярославля – это церковь Ильи Пророка. Она буквально изображена на всех открытках, гайдах, путеводителях. Храм заслуживает восхищения, любования. Еще характерная черта ярославского церковного зодчества – это две башни. Одна колокольня, вторая башня для церковных нужд. Но именно это характерная черта. В других храмах вы можете обратить на это внимание. Друзья, вот я, например, первый раз узнала, что русский театр начинался здесь, в Ярославле. Да, это не то здание, которое было изначально, оно было деревянное, потом с годами было несколько изменений, перестраивалось, в зависимости от того, к кому переходили эти помещения. Но вот исторически начало театра в России начинается в Ярославле. В итальянском ресторане в центре Ярославля Астерия Лючия. Астерия находится в особняке 1906 года, и здесь концептуально сделан ремонт, ты как будто бы и в саду находишься, и можешь выйти посмотреть на город, на вот этот вот красивый храм, на закаты. Даже стадион не портит картины. Кусочек Италии в Ярославле, в столице Золотого кольца. Я заказала тартар, сейчас попробуем. Выглядит, конечно, потрясающе. Лучший в стране. Раньше я думала, что лучший в Нижнем Новгороде. В общем, все в Ярославле. Ваше здоровье. Это самое главное. Это уже фишка. Ой, красота какая. Гордость ресторана – это две открытые кухни. Вот это вот печь для выпекания пиццы, которая приравнивается по своему статусу к Феррари. Много сделано интерьера так, чтобы это было уютно, по-семейному, чтобы вы себя ощущали, как будто бы вы там. Вкусно ли тебе девица? Вкусно ли тебе красное? Очень вкусный салат, прекрасная заправка. Тут каперсы, горчица. Креветки вообще шикарные. Пармезан, да? Да, пармезан, так что все вместе читается просто великолепно. Ваше здоровье. Ура! Сейчас еще. Денис, что у тебя? У меня салат очень вкусный. Наверняка вот девушка сейчас расскажет, из чего он состоит. Салат из свежих овощей. В основу идет заправка на основе оливкового масла и бальзамического соуса. Также овощи – это перец, томаты, огурец, немного шпината. Также идет рикотта и поджаренный тост, паникофоны, разрезанный на гренки. Ваше здоровье.
Ну, конечно же, в итальянском ресторане и Бароло, и Барбареско. Можете ролик про это посмотреть. А еще меня поразил вот этот аппарат, который натирает бокалы. Представляете, до каких мелочей продумывают и пытаются сделать приятное посетителям. Интересно, удивят ли с моим любимым филе миньоном, который идет с фуагра. Прожарочка medium rare. Пюрешечка трюфельная. Зачем портить кадры? Я вот понять не могу. А ты сейчас дам попробовать. Я не порчу, наоборот говорю, лежишь, Ну, ты попробуешь. Короче, лучше тартар в стране, лучше филе миньон в стране. Слушайте, ну это правда. Митрич все, уходит на второй план. Мясо потрясающее, прям прожарка как надо. Вот оно такое вот красненькое. Но в мясо фуагра прям разрывает рецептор. Пипец как. Сейчас попробуйте. Маленький. И именно вот надо пюрешечки вот так вот зацепить. Снимай. Рванула? Теперь свою есть не хочу. Десерты выглядят как-то по-чумовому. Посуда ручной росписи из Италии добавляет колорита. Знаете, такой эстетический, гастрономический восторг. Иван Иванович, а у вас как осабука? Я пока попробовал только Там тоже Орса. перловку. Это орса, это такая паста. Это какая-то фантастика. Если вы хотите попробовать настоящую Италию, приезжайте в Ярославль. Астерия Лючия. Ребят, вы не пожалеете. Слушайте, в центре Ярославля пешеходная улица. И вот на Цоя прям целый концерт. И ребята очень отлично лобают. Короче, обязательно к посещению. Настоятельно рекомендую. Прогуливаясь по Ярославлю, не пройдешь мимо очень интересного места. Аптека, которая начала свой путь в 1822 году, то есть ей без малого 202 года. В таких аптеках видно, как люди любят свое дело. Здесь находится музейчик с предметами, которые не нашли их в подвале, когда проводили реконструкцию. К сожалению, с этим помещением случилась беда, оно выгорело. Ну вот молодцы, восстановили. Конечно, немножко нелепо выглядит в старинной обстановке современные препараты, особенно наши. Но наши нелепо не выглядят, наши выглядят более чем уместно, потому что это уже современная, новейшая история. Друзья, вот такой вот интересный памятник работникам тыла и воинам, ушедшим на Великую Отечественную войну из Ярославля. И он выполнен в виде разорванной фотографии, потому что была история, как влюбленные Николай и Валентина ушли на фронт, разорвали фотографию, погибли. И вот выполнили такой прекрасный памятник. Смотрите, как вписывается храм, который имеет очень большую и очень трагическую историю. Он выглядел совершенно по-разному в разные года, но его начали строить здесь в 1215 году. А 26 августа 1937 года его снесли. И вот в наше время его восстановили. Вот он такой красивый, монументальный, кафедральный. Друзья, посмотрите, какой прекрасный собор. Выполнен он тем же архитектором, который реставрировал, вернее, восстанавливал храм Христа Спасителя. И отличительная черта этого храма, то есть он выполнен на московский манер, это именно изразцы и вот эти вот все прекрасные панно, они добавляют отличительную черту ярославского архитектурного зодчества. Единственное, что не сделали колокольню, потому что тогда Ярославль начиналась процедура вхождения в ЮНЕСКО. Соответственно, нельзя было... В общем, нашли компромисс, не стали делать колокольню, но вот сделали такую вот звонницу. Там есть как старые колокола, так и новые. А вообще Ярославль – один из 4 городов, у которых центр внесен в ЮНЕСКо. Эти 4 города – Санкт-Петербург, Великий Новгород, Дербент и Ярославль. Вот такое вот всемирное наследие здесь находится.
Друзья, перед нами усадьба Матвеевских. Конечно, мы не увидим ее в полной красе. А вообще история следующая. В 1910 году в этом доме поселился военный инженер Петр Федорович Орлов. Он был командирован в Ярославле на время строительства железнодорожного моста через Волгу. Жил он своей семьей именно в этой усадьбе. Было у него 2 дочери, Нона и Любовь. И вот в 1938 году в этот дом, который уже стал коммуналкой, пришла молодая дама и смотрела, вспоминала, как они жили. Этой дамой оказалась звезда советского кино Любовь Орлова. Такая вот прекрасная история. Я не знаю, откуда я это знаю, но вот одним из самых крутых ресторанов Ярославля считается «Пенаты». Говорят, там невероятная подача. Посмотрим, удивит он, разочарует или очарует нас. В общем, пойдем посмотрим. Друзья, ресторан «Пенаты» находится в здании XVIII века. Это как раз видно и с внешней стороны, и с внутренней стороны. Когда-то здесь была гильдия купцов, соответственно, вот такое богатое убранство, которое сохранили в том виде, как это было, но, по крайней мере, приближено. Честно говоря, меня вот такие места приводят в восторг и в гастрономический, и в визуальный. Пирожочки с капустой, с грибами и с мясом. Что прям? С капустой попробовать. Пахнет каким-то чем-то невероятно вкусным. Очень тоненькое тесто, много начинки. Очень нежно. Тает во рту. Тает во рту. Грибы. Пирожок, да? Грибы настоящие, лесные. Начинки максимум, тесто Лесные? минимум. Слушайте, фантастика. Рюмочку холодненькой, беленькой сразу хочется. Идеальные пирожки. Идеальные. Ну что, пробуем в Ярославле, в легендарных «Пенатах» утиное патэ и паштет. Слушай, тут семечки, конфитюр из лука со смородиной, российское вино. Не смешно. Оль, У Юльки случился гастрономический оргазм, по-моему. я раньше вообще не жила. Ваше здоровье. Ване, спасибо Ване за то, что Да. как минимум просто вытащил. Это да. Так что, друзья, приезжайте в Ярославль. Из Москвы ехать всего лишь часа 4 на автомобиле. Самолетом ссылки на дешевые билеты авиасейлс в описании. Ну и на поезде Яндекс Путешествия. Тоже ссылка будет в описании. Так, ну что, тартарчик с мороженым из горчицы. Номер 1 для меня в мире. Это тоже в Ярославле. Но мы сейчас пробуем в «Пенатах» знаменитых. Мороженое из горчицы. Вы когда-нибудь слышали о таком? Я нет. Прекрасный тартар. И горчица его обогащает. Я думаю, что он пойдет на место номер 2 в моем рейтинге тартаров. Ну, это все в Ярославле. Можете попробовать номер 1, номер 2 в Ярославле. Все очень просто. О, подача окрошечки. Снег сметаны пошел у нас. А квас с чем-то, да? Да, там зелье. Сейчас пошел спор, как лучше есть окрошку, на кефире или на квасе. Ну что, Галь, расскажи нам про окрошечку. Ну, на самом деле, я забыла уточнить, что Типа хотела крем ранее, какой-то, но что-то очень холодный попал на зубы. Это снег. Вот это был снег. Галь, снега, да, ты зацепила ложку? Да, зацепила ложечку снега. 1 июня. Ну, блин, еще вкусно. Я бы немножко подсолила. Вот. Ну, окрошка. Ваше здоровье, не дорого. Окрошка как окрошка. Мгм. Вкусно. В принципе, да. Ну, сейчас посолим и, может быть, повторим съемку. Галь, соль, белый яд. А, вот мое гаспачо. Это выглядит потрясающе. Ну что, друзья, в Ярославле вчера мы были как будто бы в Италии. А сегодня мы и в России, и в Испании.
одновременно в одном заведении. В этот жаркий июньский день очень хорошо заходит легкое гаспачо. И хорошо, что есть такие места, где его каким-то образом фантастически реализуют. Ваше драгоценное здоровье. Ой, драники, я прям один попрошу в долг. Иван, дашь один драник в долг? Я потом, когда пожарю, я тебе привезу. Это картофельный гратен, это фантастика гастрономическая. Да. Ты сейчас будешь изменять картофельному пюре. Ну, попробуй гратенчик, пожалуйста, попробуй. Да, я пока попробую. Тебя снимают. Ну, пробуй уже. Сейчас изменяю картофельный пюре. Но пока с тыквой. Адюльтер так адюльтер. Вот именно. Ну что? Очень необычный вкус. Есть? Я не знаю, что здесь добавили. Я мечтаю научиться готовить картофельный гратен. Я приду к тебе в гости. Ваше здоровье. Приходите. Пей, что ты ваше здоровье и поставил. Блин, что ты начинаешь-то? Ну Как да. это? Ваше здоровье. Ну, это твоя фишка. Мой просто ваше здоровье не пить. Блин, это какая-то фантастика. Маша, когда попробуешь, расскажи, пожалуйста. То есть вот это вот красненькое, вот эти коралловые рифы, это бисквит, да? Да. А вот это вот пластик, это пластик? Нет, это сахар. Это сахар? Заливай. Ага. Ой, А внутри... Понятно. как приятно-то. Земля прекрасна, не поможешь. И мороженое из рябины. Ваня, ешь. Мать говорит, ешь. Ваня, оно горькое. Короче, до 23 часов можете здесь кайфовать и наслаждаться. Это восторг. Никогда не знаешь, с какой начинкой вытащишь. В Ярославле какая-то потрясающая набережная. Я не знаю, сколько она километров. Пишите в комментариях. Вряд ли я это своими ногами за один день обойду. Но прекрасно погулять. Вот такой вот шикарный отель тут находится. Если вам повезет, на Яндекс.Путешествиях можете забронировать и остановиться и жить прям Си-Вью, Корабри-Вью, Ривер-Вью, Волга-Ривер-Вью. Вам нужно обязательно столицу Золотого кольца посетить. Ну, это и есть Ярославль. Усилился стократно, все говорит об одном, что не пути обратно. А вот это вот башня, это как считалась таможня, когда приходили в город, там, значит, брали налоги, особенно с бородатых товарищей, еще в петровские времена. Вот эти вот медвежьи следы, это как раз направление пеших прогулок. И, конечно же, все с медведем натирают нос, фотографируются, как и мы. Ярославль, как и любой другой купеческий и торговый город России, был очень богатым городом. Расцвет Ярославля пришелся на 17 век, который принято называть «золотым веком Ярославля». Тогда в городе и стали появляться первые роскошные церкви. Купцы финансировали строительство храмов, вкладывали в них огромные деньги. Они хотели, чтобы постройка, возведенная за их счет, выглядела максимально роскошно. До наших дней в Ярославле сохранилось более 50 церквей исторических, а вот изначально их было порядка 100. Здравствуйте. Белая глина, песок, шамот. Каждый из разец имеет свое значение. Женский, А сколько мужской, стоит? семейный. В зависимости по векам. Это можно прямо в интерьер в да, квартиру да, делать да. и в печи, Вместо да? плитки, на кухню делают. Да, вот маленькие такие куколкам. Ну сколько одна стоит? Они вот, это 15 век 500, 17 век 400, 19 век 900. Ну то есть Это это копии. сюжеты... Это не сюжет, а именно те рисунки, которые на церквях. А, понятно. Это Вот, сюжет создаете вы сами. Хранительница семейного очага, продолжение рода. Единорог мужской символ укрепляет семейный очаг и помогает ребенку. Они должны идти вот так, они вот так. То есть белая глина, песок, шамот. Это копии 19 века. Сюда, Подарки едут в Москву. сюда 5000 можно положить. О. 5000 трубочка свернуть. 5000. А вот в остальные 1000. Короче, идем к месту, где памятник Афоне. Это один из многих любимых фильмов нашего
прекрасного народа. И ближайших стран, я думаю, что. Потому что фильм про пьянство – это национальное достояние. В городе снималось порядка 100 различных фильмов. Самые известные – это «Чистое небо» Чапаева, сериал про резидента, там «Ошибка резидента», «Возвращение резидента», «Вор с Машковым», «Большая перемена». Друзья, мало кто знает, что именно в Ярославле снимался наш самый любимый фильм про пьяниц «Афоня». И вот здесь находится памятник. Здесь та самая пивная. Вот. Леонов, Куравлев. Афоня, сука, ты мне рубль должен. Гони рубль, родственник, не Афоня, рубль должен быть. 2. Ну, как-то так там примерно было. В общем, я так понимаю, что сегодня вечером я буду пересматривать этот фильм. И вам тоже рекомендую. И вот здесь как раз сюжетные линии из этого кинофильма. Бюст будет установлен, вот это. Я, говорит, Людмила, а я Руслан. Вас как зовут? Людмила. А я Руслан. Такое, знаете, легендарное местечко-то. Всем пьяницам посвящается. Как там, полкапли? Что это? Ваше здоровье, друзья. Мы сейчас наафонимся тут по полной программе. Ну, чтобы все было как это, по сценарию, короче. Давайте. Дениска. Это рассол. Рассол. Так, ребят, давайте. Вы чего? Дина. Юль, давай. Ты же пить не будешь. Ваше здоровье. Чуть-чуть ты можешь Здоровье ваше, ага. Какой очень вкусно. Главное, чуть взъершить. Галя, ты Вот это вот вкус детства, вот это вкус молодости. Вот это я вам понимаю. С пьянушки можно увезти такие сувениры в виде консервов, каких-то там спичек, подарочных кружек, рюмок. А что, мне с получки выпить, что ли, нельзя? Там он вдалеке стоит памятник Ярославу Мудрому, который вы наверняка все знаете, и многие из вас держали в руках. Ну, надеюсь. Это памятник, который изображен на 1000-рублевой купюре. Гастроном номер 1 братьев Елисеевых. Торговое товарищество. Друзья, вообще все знают Елисеевский гастроном в Москве, в Санкт-Петербурге. А вот то, что сами Елисеевы, они с Ярославля. И вот, чтобы увековечить память этих прекрасных людей, это новодел. Но посмотрите, какой прекрасный гастроном. И там, наверное, можно купить сувениры себе домой. Сейчас пойдем посмотрим. Здесь буфет номер 1 ресторан. Ну, то есть столовая. Ну, посмотрите, сок в 3-литровых банках. Какая милота. Ну, так, конечно, обычный магазин с какими-то чурчхелами, пастилой, ну и прочими делишесами. Слушайте, мы в ресторане «Ванильное небо», которое прям вот с видом на Волгу. И едим ту еду, которую ели 100 лет назад здесь, на волжских территориях. Иван Иванович говорит, самый романтичный в городе. Иван Иванович самый романтичный в городе. И вот это вот какая-то невероятная... Я уже не выдержала, откусила. Курник, который с рыбой, с яйцом. Это что-то восхитительное. Сочно, потрясающе. Денис, что ты ее ватрушишь? Ешь нормально. Слушайте, грибы, курица и рыба, да? И яйцо. Нет, там разная рыба. А, разная рыба, яйцо и грибы. Щука, сом. Ваше здоровье. Но ржаной пирожок мне очень нравится сам по себе, потому что вкус ржаного теста, ржаной муки, он специфичный. Я думаю, что с огурцом он наиболее сочетается. Надеюсь, что 100 лет назад знали, что готовить, как делать. Очень тонкое тесто. И начинка из огурцов, вы никогда не подумаете, что это из огурцов. Потому что ощущение, как консистенции икры такой, как грибной, но вкус огурцов соленых. Ваше здоровье. Слушайте, ну я вообще про простую банальщину. Еще, конечно, нет сезона груздей,
Но мне интересно, что же они и как будут выглядеть в этом ресторане. Я сейчас сделаю так. Сюда только жареной картошки не хватает. Ну, неважно. Главное, что есть вот это вот. Ваше здоровье. Если вы когда-нибудь попробуете соленые белые грузди с луком и со сметаной, ваша жизнь после этого не останется прежней. Дом, улицы и фонарь у нас есть. И вот прекрасный ресторан. И там где-то закат. И невероятный Ярославль. Друзья, приезжайте сюда. От Москвы не очень далеко. Потрясающе вкусно. Очень интересно. Самобытно. Короче, словарный запас закончился.